Дмитрий всегда мечтал о спокойной, размеренной жизни в большом городе. Он любил моментально доступные удовольствия: кофе в модных кафе, прогулки по паркам, развлекательные центры, где его дети могли проводить время. Но с возрастом детей их интересы начали уходить в совершенно иную сторону. Саша, старший сын, окончательно погрузился в видеоигры и забыл о школе. Младшая дочь, Аня, просто сидела в телефоне, интересуясь лишь новыми трендами в соцсетях. Время напрягало, лето сменялось осенью, а их безделье вгоняло Дмитрия в тоску. Дмитрий понимал, что такая ситуация не может продолжаться вечно. Он принял решение продать свою квартиру в центре города, дабы обеспечить детям возможность жить самостоятельно, быть взрослыми и ответственными. «Они должны учиться», — думал Дмитрий, рассчитывая, что, оставив им небольшую долю средств, сможет смотивировать детей к активным действиям. Он надеялся, что после других действий они увидят, как сложно зарабатывать на жизнь, и, наконец, начнут вести себя более ответственно. Однако проданная квартира не принесла желаемого результата. Вместо финансовой стабильности Дмитрий столкнулся с долгами, и его мечты о семье, пользовавшейся отдельным жильем, начали распадаться на мелкие кусочки. Каждый месяц он все больше ощущал на себе тяжесть финансовых обязательств. Дети продолжали лишь кратковременно обращаться к нему, когда что-то требовалось: новая пара кроссовок, современные гаджеты или средства на развлечения. Благодарности от их стороны не было, и вместо этого возникли частые конфликты, завязанные на обсуждении денег. Дмитрий стал терпеть недовольство и утрату уважения со стороны своих детей, что в свою очередь усугубляло его чувство вины. Жена Дмитрия, Зоя, часто становилась на сторону своих детей. Она защищала их, оправдывая даже отсутствие должных поступков. «Они просто ищут себя», — говорила она, стараясь избегать дискуссии о том, что Дмитрий сделал больше, чем мог. Временами она отмывала на себе негативные эмоции, вызванные беспокойством о будущем детей. Конечно, ей хотелось, чтобы дети стали такими, как всегда мечтала: добрыми, заботливыми и способными удовлетворять свои потребности. Но потихоньку этот идеал растворялся в негодовании к мужу. Чувство вины съедало Дмитрия изнутри. Он работал до изнеможения, стараясь обеспечить детей на хоть какой-то уровень жизни. Ощущение бесполезности только усиливало его деспотичность в семье. Как это часто бывает, незаботливость порождала безответственность, и Дмитрий также стал жертвой этой петли. К моменту выпуска младшей дочери он чувствовал себя истощенным. Он часто задавал себе вопрос: «Что я делаю не так?». На празднике для Ани воцарилось отчуждение. Он наблюдал за своими детьми и понимал, что они совершенно не горят желанием в дальнейшем двигаться вперед. Каждый его совет воспринимался как лишнее замечание, а иное руководство — как попытку контролировать их жизнь. После окончания школы Саша и Аня не стремились искать работу, полагая, что все, что им нужно, это наследство от отца. Аня, растянув губы в скорбной гримасе, обсудила с ним неравные условия распределения жилья. Ей было обидно, что инстинктивные черты ее братьев ставили в неблагоприятное положение ее личные нужды. Всевозможные ожидаемые подарки и блага становились незначительными, когда она закатывала истерики из-за мелочей. Зоя, увидев, как страдает ее муж, призналась Дмитрию в своих переживаниях. Они все вместе зомбированы накапливающимися издержками, а это невозможно игнорировать. Тестируя на себе грусть, она чувствовала себя частью устаревшего механизма, который должен был быть более современным и многогранным.
Она предлагала мужу активно обратиться к детям, но каждый новый разговор лишь заканчивался взаимными упреками. Это привело к очередному противостоянию, и Зоя уже не знала, как помочь своему мужу, который, казалось, готов был разорваться между обязательствами по поводу детей и собственными амбициями. В своем отчаянии Дмитрий принял решительное решение – продать часть доли в своей компании, чтобы закрыть долги. Это было опасное предприятие. Для него это означало потерять часть своей мечты. Его дети возмутительно реагировали на эту идею, полагая, что семья ошибается, но, несмотря на это, Дмитрий принял решение разделить оставшуюся часть компании между ними, чтобы они поняли цену денег и важность трудовых усилий. Он дал младшей дочери квартиру в качестве подарка. От одного документа на руках праздник не стал менее мрачным. Дети разгневали Дмитрия еще больше, когда вскоре сообщили ему, что с деньгами можно сделать что угодно, и никакие долги их не пугают, ведь они по-прежнему могут с ним распрощаться в любой момент. Это кольцо ненависти только углублялось. Все разговоры о продаже и разделении активов кончились не слишком удачно, с нежеланием детей понять заботу отца. Тогда Дмитрий и Зоя приняли решение переехать в деревню, чтобы начать новую жизнь. Они купили дом у кума Петра, общительного и веселого человека, который всегда был рад приютить друзей. Перестройка быта была сложной. Многие вещи казались непривычными, не сразу удавалось наладить новый образ жизни, но по мере их освоения они почувствовали себя лучше. Уют и атмосферу деревни стали источником вдохновения. Вдыхая свежий воздух, они постепенно начинали заново открывать для себя радости в жизни. Петр, подбадривая Дмитрия, предложил ему работу егерем в местном лесхозе. Дмитрий понимал, что это возможность кардинально поменять свой взгляд на жизнь. Поначалу он нервничал, но Зоя поддержала его и усмотрела в этом призвание для своего мужа. На работе его наставил другой Дмитрий, который подробно объяснил ему обязанности. В эти минуты он заново ощущал себя живым, а его устойчивый внутренний режим, как казалось, наконец-то пришел в порядок, оставив за собой все трудности прошлого. Обязанности егеря оказались достаточно простыми, но ставили перед ним задачи, которые требовали постоянного внимания. Часть обязанностей была сезонной, что, с одной стороны, выгодно позволяло Владиславу не углубляться в рутинную работу, а с другой оставляло возможность для отдыха. Его наставник объяснял, что от него требуется, и это оказалось не так много. Природа, окружающая его, стала вдохновлять и придавать уверенность. Со временем Дмитрий пришел к выводу, что каждый день — это новый вызов и площадка для самовыражения. Обязанности переключали концентрацию, и он не раз чувствовал, как победа над ними наполняет его каждый раз новыми важными эмоциями. Когда Дмитрий справился с возложенной на него должностью, он начала осваивать некоторые правила в лесном хозяйстве. Он заметил удивительное сходство между лесным хозяйством и рынком недвижимости, как ландшафт менялся в зависимости от сезона, так и в жизни трудности всегда приходят и уходят. Чудесные по своему очарованию места давали надежды и мечты о большем. Он понимал, что жизнь полна загадок, но его теперь ничто не пугает. Зоя гордилась своим мужем, который, наконец, нашел свое место в жизни. Он заметил, что самопознание и работа в команде усиливают взаимодействие и доброту. Временами Дмитрий понимал, что он тарталапея, прирожденный егерь, смирный, исполнительный и обстоятельный. Его доброта и готовность помочь людям сделали его популярным среди местных охотников. Он хорошо ладил с людьми и легко объяснял сложные вещи. Это значительно снизило уровень конфликтов и напряжения в лесу.
С его приходом скандалов становилось меньше, а само пребывание в лесу стало более комфортным и спокойным. Каждый день наполнялся новыми воспоминаниями и важными открытием, и все чаще Дмитрий думал о том, как его дети могли бы ощутить все это. Ближе к осени Дмитрий начал сталкиваться с большей ответственностью. Требования к его работе становились все серьезнее. Наставник оставлял за собой несколько смен, чтобы отследить развитие молодого егеря. Это время стало активным для местных жителей и детей, которые могли причинить вред лесу. Дмитрий понимал, какую ответственность он несет за охрану и защиту этого места. Работа приносила внутреннее удовлетворение. Охрана природы стала чем-то большим, чем просто мероприятием. Это сложная работа. Но проблемы с детьми не оставили его в покое. Местные ребята частенько устраивали пакости, поджигали листья, хулиганили у озер, камнями бросались в зверей. Дмитрий ловил непослушных детей и передавал их родителям, но те не всегда реагировали на его предупреждения. Из-за этого ситуация становилась все более напряженной, несмотря на усиленные усилия егеря. Тогда старший Дмитрий предложил одно из решений – служебную собаку по кличке Байкал. Смешанного породы лабрадора и восточноевропейской овчарки, она должна была служить связующим звеном между лесом и местным населением. Байкал отлично чувствовал людей и мог отпугивать детей, создавая у них впечатление недружелюбной собаки. Дмитрий и Байкал со временем быстро нашли общий язык. Неожиданные приключения стали только добавлять позитива в их работу. Вместе они преодолели много трудностей, и с каждым днем собака становилась все более надежной. Однажды, гуляя с Байкалом, они наткнулись на нечто удивительное. Байкал обнюхивал кусты и вдруг стал вести себя подозрительно. Прошло всего пару мгновений, когда Дмитрий заметил маленькую девочку, сидевшую в траве, упрятавшую под собой свою младшую сестричку. Девочка была обезвожена и голодна, ее глаза полны страха. Она рассказала, что прятала сестренку, чтобы та не замерзла. Они сбежали из-за трудной жизни. Дмитрий, почувствовав непередаваемую тревогу, вскочил и позвал на помощь. Девочка теряла сознание на его руках, и он почувствовал, как его сердце бьется быстрее. Байкал, понимая непередаваемую атмосферу тревоги, прижимался к детям с нежностью. Дмитрий вынужденно открыл рюкзак, находя все, что можно было применить, и знал, что хуже всего — это ожидание скорой помощи. Зоя, почувствовав, что что-то не так, быстро пришла на помощь. Она переодела младшую девочку, заботливо укутала ее в теплый платок, а старшей велела оставаться спокойной. Зоя интуитивно понимала, что девочке нужна поддержка. Ей следило море любви и заботы. Она отправила кума Петра за смесью и помимо этого позаботилась о комфорте девочек. Когда младшая девочка пришла в себя, стертые слезы, змеи воспоминаний и заботы стали отправными точками для новой надежды. Зоя аккуратно приговаривала, стараясь успокоить их обеих, тогда как ее сердце трепетало от переживаний. Старшая девочка Катя рассказывала свою историю с детским страхом. «Мама и папа умерли, бабушка живет плохо. Мы сбежали в лес, чтобы переждать опасность. Я не хочу, чтобы меня искали. Я хочу оставаться с бабушкой». Их переживания терзали душу, и Байкал, прикладываясь носом к ее лицу, словно обнимал ее своими могучими лапами, создавая ауру доверия. Зоя и Дмитрий приняли решение вернуть малышек в деревню. Они понимали, что, несмотря на опасную ситуацию, важно выяснить, откуда дети. Их надо было отвезти обратно, чтобы вернуть к бабушке.
Старший егерь был удивлен происходящим, когда увидел в их компании двух сестричек и сразу же предложил помощь, уставившись на зябкие лица детей. Вечером Дмитрий и Зоя забрали малышек в деревню. Катя заплакала, увидев, что ее бабушка уже встретила их со слезами на глазах. «Ты вернулась!» — воскликнула она, а Катя обняла ее. Но вскоре стало ясно, что дети сбежали из соседней деревни. Бабушка, встретив детей радостно, но с усталостью, объяснила, что ее силы на исходе. «Я стараюсь, но не могу», — говорила она, когда Зоя помогала уложить младшую внучку спать. Это была семья, которая, в свою очередь, нуждалась в поддержке. Бабушка была полна забот, но у нее не было сил, чтобы справляться со всеми трудностями. К сожалению, она понимала, что ее желания не могут свершиться. И именно по этой причине она была готова к тому, что, возможно, вскоре ей придется расстаться с детьми, так как они должны были быть в безопасности. Сидя на кухне, бабушка делилась своими переживаниями. «Я не хочу отдавать их в детдом, но мне не хватает сил их воспитывать». Зоя и Дмитрий с пониманием смотрели на нее и вдруг осознали, как нуждается эта семья в поддержке и доброте. Зоя решилась на шаг. «Может, мы возьмем детей к себе? Бабушка, вы можете видеться с ними, когда захотите». Дмитрий поддержал эту идею, чувствуя ответственность за потерянные возможности и готовый пойти на любые жертвы ради их счастья. Они обещали оказывать помощь, используя свои связи. Бабушка удивилась, но ее лицо озарилось надеждой. Она согласилась. Главное, чтобы они были вместе. Один день, казалось, менял жизнь Дмитрия и Зои. Теперь их дом был полон смеха и радости. Катя с восторгом играла с Байкалом, который стал ей верным другом. Со временем жизнь Зои наполнилась смыслом, хотя в ее глазах иногда проскальзывала тоска о прошлом. Это была новая жизнь для Дмитрия и Зои, полная новых надежд и искренних желаний. Им предстояло долгое и трудное путешествие, полное ответственности и любви, и они понимали, что маленькие шаги могут привести к часам счастья и радости. Таким образом, история жизни Дмитрия и Зои наполнилась новыми смыслами. Вместе с новыми малышами они стали строить надежды, переплетая их с заботой о близких. Каждый из них обрел новую семью, надежное прибежище от той жестокой зимы жизни, и вместе они шли к будущему, держа друг друга за руку. Дорогие друзья, если вам понравилась история, не забудьте подписаться и поставить лайк. Обещаем продолжать удивлять вас новыми захватывающими рассказами.